Дмитрий был знатным охотником. За свою жизнь он добыл немало дичи. Однако браконьером он не был. Строго соблюдал сезоны, никогда не убивал ради трофея, а только по необходимости. Но в итоге жена не смогла смириться с тем, что муж вечно пропадает в лесах. Она ушла, оставив ему лишь старый охотничий дом в деревне, а себе и сыну — квартиру и все сбережения. Дмитрий не держал зла, просто исчез из городской жизни. Когда сын, Илья, подрос, отец стал брать его летом к себе. Мальчик с восторгом проводил время в деревне, исследуя леса, учась обращаться с природой. Он мечтал поехать на охоту и зимой, но мать была против. Она настаивала, чтобы Илья оставался с классом и не отрывался от школьной программы. Дмитрий не настаивал, но радовался, что сын стремился быть рядом с ним. Однажды зимой Дмитрий пошел в соседнюю деревню. Нужно было забрать инструменты у друга. Мост был далеко, а напрямик через реку было быстрее. Местные зимой часто ходили по льду, и следы людей указывали, что путь безопасен. Дмитрий уверенно ступал по тонкому льду, когда вдруг заметил в проруби нечто огромное и полосатое. Он замер, вглядываясь, и по спине у него побежали мурашки. Это был тигр. Гигантское тело едва держалось на поверхности. Передние лапы упирались в лед, но задние уже были скованы. Дмитрий вытащил нож и начал разбивать замерзшие куски, стараясь не навредить зверю. Он ожидал агрессии. Все же тигр, хищник, но тот даже не шевелился. Вода высосала из него все силы. Почти не веря в успех, Дмитрий вытащил тигра, закинул на плечи и, сжав зубы, поплелся домой. Дорога заняла почти час. Тигр был тяжелый, не менее 100 килограммов. Добравшись, охотник уложил зверя у печки, накрыл старым одеялом и начал спасать. Он вспомнил, как его дед лечил замерзшую собаку. Нужно было восстановить кровообращение. Согревал лапы горячими полотенцами, поил теплым отваром. Смесь водки, соли и перца он влил в пасть тигру. Через час мышцы ослабли, тело обмякло. Животное дышало, и этого было достаточно. Дмитрий не спал всю ночь. Он наблюдал за зверем, готовый в любой момент отскочить или даже запереть дверь, если тигр вдруг очнется в ярости. Но зверь оставался бездвижен. Проснулся Дмитрий от звука, похожего на глухой стук. Тигр пошевелился, задев стул. Он открыл глаза и взглянул на Дмитрия. Они встретились взглядами. В глазах тигра не было страха или ярости, лишь удивление. Дмитрий не стал прогонять зверя. На улице стояли морозы, и отпустить его означало обречь на смерть. Он начал заботиться о тигре, кормил вареным мясом, поил отварами. 3 его охотничьи собаки неистовствовали в вольерах, почуяв хищника, поэтому выпускать их было нельзя. Тигр все еще не мог стоять, задние лапы не слушались. Когда Илья приехал на каникулы, он был в восторге. Он не испугался. Тигр позволил ему гладить себя по голове, и мальчик начал каждый день делать ему массаж, заставляя переворачиваться, разрабатывать мышцы. Дмитрий следил и учился у сына, перенимая заботу и нежность. Через пару недель тигр начал вставать, сначала неуверенно, а затем все увереннее. Весной он уже бегал по двору. Собак Дмитрий временно передал другу. Летом Илья снова приехал, на этот раз с целым набором витаминов и добавок. Тигр стал мощным, сильным, но все так же доверчивым. Однажды он просто ушел в лес. Не попрощался, просто исчез. Осенью Илья сообщил, что мать нашла нового мужчину, и он сможет приехать к отцу на зимние каникулы. Они снова вместе бродили по лесам, вспоминали лето, говорили о тигре. Однажды Дмитрий послал сына в ту самую деревню через реку, в которую он тогда и не дошел, когда вытащил тигра.
Илье на тот момент было уже 14, и он вполне мог ходить по поручению отца. Вот только идти напрямик отец ему запретил. В тот год было много оттепелей, и Дмитрий не был уверен в крепости льда. Туда мальчик шел через мост, но вот обратно поленился и все-таки решил проявить самостоятельность и пошел напрямик. Лед треснул, и мальчик провалился. От ледяной воды у него перехватило дыхание. Одежда сразу намокла и стала тянуть ко дну. С каждой попыткой опереться на край льдины и вылезти, Илья просто откалывал новый кусок и снова оказывался в воде. Надежды почти не осталось, когда появился силуэт. Полосатый. Огромный. Это был тигр. Он подполз на животе, ухватил мальчика зубами за капюшон и вытащил на лед. Илья знал, чтобы не замерзнуть, ему надо было бежать. Он бежал до самого дома, а тигр сопровождал его до самого порога. Дмитрий стоял на крыльце, когда увидел сына. Весь мокрый, дрожащий, но живой. Следом знакомый силуэт. Мужчина не сказал ни слова. Он просто кивнул тигру. Тот посмотрел на них в последний раз и скрылся в лесу. Долг был уплачен, и никто больше его не видел. Прошли годы. Илья вырос, окончил университет и стал зоологом. Он много путешествовал по миру, участвовал в спасательных операциях, исследовал популяции диких кошек. Но сердце его всегда тянулось домой, в те леса, где когда-то он встретил настоящего друга. Он понимал, не каждый день тигр спасает тебе жизнь. Однажды, спустя почти 10 лет, Илья вернулся в деревню. Его отец постарел, но все еще бодро рубил дрова возле охотничьего дома. В ту же ночь, сидя у костра, Илья рассказал отцу, что теперь он руководит фондом охраны диких кошек и хочет создать здесь заповедник. Дмитрий удивился, но гордость за сына светилась в его глазах. Через год в этих лесах открыли охраняемую зону, установили камеры наблюдения, начали работать волонтеры. Илья регулярно приезжал, иногда с женой и детьми. В одну из зим он прогуливался со старшей дочерью, когда заметил на снегу знакомые следы, огромные, тяжелые отпечатки лап. Он остановился, оглянулся в лес, и на секунду ему показалось, что между деревьев мелькнула полосатая тень. Только на мгновение, но этого было достаточно. «Папа, кто это?» — спросила дочь. Илья улыбнулся. «Друг. Очень старый друг». И пока в деревне продолжали рассказывать легенду о тигре-спасителе, один человек точно знал — это не легенда. Дорогие зрители, а верите ли вы, что животные тоже помнят добро? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.